Но в Испании это возможно. Друзья, привет! Сегодня я выбралась в однодневное путешествие из Барселоны по местам Сальвадора Дали. Первое наше место остановки – это Фигейрос, театр-музей Сальвадора Дали. Путь от Барселоны на машине занимает примерно 120 километров. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Мне будет приятно, YouTube будет тоже радоваться, и вы будете получать уведомления о новых видео. Погнали! Испанский художник Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года и умер 23 января 1989 года. Большую часть жизни он прожил в Каталонии и на самом деле позиционировал себя как каталонский художник. Сальвадор Дали – ярчайший представитель стиля сюрреализм, так же, как и Рене Магрит. Кстати, у меня есть ролик, посвященный творчеству Рене Магрита. Смотрите ссылку в описании. И в 1960 году мэр города Фигейрос предложил Дали подарить городу картину. Но Дали сказал: «Я подарю вам целый музей». Так был построен театр-музей Дали, который, почему он называется, кстати, театром? Потому что он был построен на месте бывшего сгоревшего ранее театра. И Сальвадор Дали всю свою жизнь представлял как театр. Ему всегда хотелось создавать что-то необычное, загадочное, чтобы люди эти загадки разгадывали. То есть его дом начал строиться в 1960 году. Строительство заняло 14 лет. Почему? Потому что Дали сам участвовал в проектах, ему хотелось сделать что-то необычное. И дом был готов в 1974 году. Необычен внешний вид самого музея. Его стены и башню украшают яйца. Для Дали яйца – это символ начала жизни. Он даже рассказывал всем, что сам вылупился из яйца. Также символом музея и уже самого Фигейроса стал купол из стекла и бетона. Говорят, что это глаз мухи, которая часто используется в работах Дали. Сами стены музея алого цвета, но со временем они немножко стали поспокойнее, то есть изначально это был яркий цвет. И также в качестве украшений на стенах и везде используется каталонский хлеб. То есть для Дали хлеб очень важная деталь в украшениях, и дальше мы это увидим. Тема хлеба прослеживается и в скульптурах, которые находятся над входом. На головах у скульптур багеты. Как прокомментировал сам Дали, это их окаменевшие мысли. И скульптура водолаза также рядом с ними над входом говорит о погружении в подсознание. Вообще, мастер сюрреализма и всяких интересных штучек Дали наполнил свой дом разными странными и интересными персонажами. Внутренний дворик музея Дали представляет из себя партер театра. В окнах поставлены золотые манекены в разных позах. И снова мы видим стеклянный шар, который просвечивает через большие окна. В центре очень интересная инсталляция Дали. Дали ведь был не только художником, но также скульптором, писателем, рекламщиком и инсталлятором.
Перед нами знаменитое мокрое или дождливое такси. В нем нарочито разбито стекло. Это для того, чтобы каждый посетитель смог заглянуть внутрь. Почему оно называется мокрое дождливое такси? Потому что, бросив монетку, можно увидеть, как дождь идет внутри, а не снаружи. Внутри находятся два посетителя и водитель. Вся инсталляция представляет из себя поставленную на машину скульптуру. Кто-то говорит, что это богиня плодородия, кто-то говорит, что это великая Сфирь. Она цепями привязана к столбу, на котором находится большая лодка. Лодку поддерживает также раб Микеланджело. Лодка перевернута каплями вниз, и сам столб представляет из себя шины, а выглядит со стороны как ствол пальмы. То есть Дали был все-таки великим инсталлятором, великим гениальным художником, и на самом деле он не очень хотел, чтобы его в музее находились гиды, что-то рассказывали. По его мнению, каждый человек должен был увидеть что-то свое в его работах. Кстати, сам Дали похоронен в своем музее на нижних этажах. Он очень хотел, чтобы люди ходили по его могиле. Поэтому его захоронение находится в самом доме-музее, в котором он, кстати, прожил до самой своей смерти. В центральном холле при входе очень много интересных персонажей, о которых можно рассказывать бесконечно и бесконечно их рассматривать. Но наверху, в том же самом куполе, про который я уже рассказывала, находятся скульптуры защитников музея. И за моей спиной находится очень интересный портрет обнаженной голы, смотрящей в море, который на расстоянии трансформируется в лицо Авраама Линкольна. И здесь Сальвадор Дали выступил как новатор. Он использовал первую в мире оцифровку образа с помощью своего друга-программиста. Знаменитая инсталляция Дали «Диван губы». При определенном ракурсе это выглядит как человеческое лицо. Две картины: глаза, губы – это губы, и чуть дальше расположен нос на том месте, где, собственно, и должен быть нос. Как и многие художники периода 19-20 столетия, Дали получил прекрасное художественное академическое образование. Он работал в разных стилях, в стиле кубизм, в стиле дадаизм, но со временем очень увлекся сюрреализмом и смог создать свой собственный непохожий стиль в этом направлении. Сюрреализм – это направление в искусстве 20-го столетия, также в литературе, которая отличает использование сна и реальности, их связи между собой, каких-то нереальных объектов, может быть, даже местами галлюцинаций. Свою возлюбленную жену Галу Дали очень часто изображает в своих работах, и это мы можем проследить во время его долгой творческой жизни. Знаменитая работа Дали «Атомная Леда». Одна из работ, на которой показан стиль, в котором экспериментировал Сальвадор Дали – кубизм.
Дали находился в творческом союзе с великим и ужасным Альфредом Хичкоком. Он готовил для него декорации к его некоторым произведениям, поэтому иногда экспонаты Дали выглядят чуть-чуть жутковато. На одном из верхних этажей собрана коллекция картин. И одна из них – картина Модеста Урхеля. Модест Урхель являлся учителем многих великих художников. Один из них – это Жан Миро. В зале «Дворец ветра» мы видим оптический парадокс у росписи на потолке. Нам кажется, что вверх поднимаются две фигуры, и мы видим облака. Но на самом деле Дали считал, что это земля, которая переходит в море. Мастер оптических иллюзий и парадоксов, Дали и в этот раз удивил зрителей. Потрясающий художник Дали, он гениален еще и тем, что мастерски сочетает несочетаемое. Его дом сделан в разных стилях, использованы разные цвета, в оформлении интерьера используются разные вещи. Но все это смотрится необыкновенно гармонично за счет того, что Дали умел продумывать каждую мелочь. Дали был настолько разнообразным творческим человеком, что также посвящал время созданию украшений. И его украшения – это что-то необыкновенное. Расписание музея очень удобно. Он работает каждый день до 8 вечера. Это большая редкость для музеев, чтобы они были открыты каждый день и так допоздна. Но в Испании это возможно. Стоимость билета 23 евро. Билеты удобно покупать онлайн, но в принципе также можно купить в порядке живой очереди, потому что очень интересно посмотреть на дом-музей со стороны. То есть вам не будет скучно, пока вы стоите в очереди. Помимо основной экспозиции, в музее часто проходят временные выставки, достаточно содержательные, и в отдельном помещении выставлена коллекция ювелирки, которую проектировал сам Дали. Рядом с музеем находится очень удобно расположенный паркинг. Этот трон Сальвадор Дали хотел подарить своей королеве, своей жене Галле. Но она умерла на несколько лет раньше, чем он, и этим троном он пользовался сам восседал на троне. Так как замок полностью принадлежал Галле, Дали прожил здесь всего пару лет до большого пожара после ее смерти. Здесь все наполнено ее образами, вещами.
для Дали была не только супругой, она была для него музой, моделью. И он подарил ей замок, как она и мечтала, в конце 60-х годов. В этом замке она проживала до самой своей смерти. И что самое интересное, Дали мог приехать в гости к своей супруге только по ее письменному приглашению. То есть он и сам был достаточно экстравагантным человеком, и отношения у них были достаточно экстравагантные. Здесь сделано все по ее вкусу. То есть все напоминает о ее присутствии. И сейчас мы находимся в голубой спальне. Гала была старше своего мужа на 10 лет и являлась не только его музой и супругой, но также его продюсером. То есть это она сделала из талантливого, но пока не очень известного художника, выдающегося мирового лидера в области искусств. Она сама ходила, продавала его работы, предлагала в галерее и подавала ему много-много интересных идей, в том числе и поучаствовать в рекламе. На туалетном столике в комнате при голубой спальне находится ее зеркало, и здесь оставлено все так, как она любила, как будто она только что встала и ушла. На этой фотографии изображена Гала, и на ее лбу надпись «Владелица замка». Современная кухня выглядит так, как при жизни хозяйки. Здесь все расставлено так, как было, когда она здесь присутствовала. А это комната с ее платьями. Гала одевалась очень стильно и дорого. Муж баловал свою музу, поэтому среди ее нарядов платье от ведущих кутюрье того времени. Кстати, замок Гала – это действительно замок IX века. Дали пришлось немножко попотеть, чтобы перестроить его по своему вкусу. Он принял участие, как обычно он везде принимал участие в своих постройках, в своих проектах. Он принял участие в оформлении замка и в ландшафтном дизайне прекрасного садика. Музей открыт каждый день с 10 до 7. Стоимость входного билета 13 евро. Автор всей этой красоты – Сальвадор Дали. В парке прячутся знаменитые тонконогие слоны Дали. Эти два музея являются частью золотого треугольника Дали. Также есть еще музей Дали в городе Кадакес. Но одним днем тщательно посмотреть все три музея – это довольно сложно. Поэтому мы выбрали вот эти два музея и посетили их. Что я могу сказать? Музей Гала, он более тихий, спокойный, с меньшим количеством народа. Музей в Фигейросе посещает огромное количество посетителей. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте
ставьте лайки и комментарии. Мне это очень важно для развития моего канала. Пока!